История начинается с того, что мальчик по имени Ринтаро признается в своей любви. Девушка говорит, что он ей нравится, но ей становится плохо при мысли о свидании с ним. Ринтаро, раздавленный отказом, и его друг сопровождает его по дороге домой. Мы узнали, что это был 100-й отказ Ринтаро, и его друг высмеивал его из-за этого. Его друг задается вопросом, как он пригласил на свидание 100 девушек, ведь они только что окончили среднюю школу, и Ринтаро помнит свою первую девушку, когда ему было всего 8 месяцев. Ринтаро очень хочет испытать, каково это иметь девушку, скорее всего в прямом смысле иметь. И его друг задается вопросом, как ему все время отказывают, поскольку у него, кажется, есть все от красивой внешности до хороших оценок. Это делает его более расстроенным, но его друг прощается с ним, желая ему удачи в старшей школе. Ринтаро посещает храм и молится Богу любви, чтобы найти девушку в старшей школе, как вдруг он слышит голос, и лицо выскакивает из ящика для пожертвований. Но мужчина говорит ему, что он бог храма. Когда он выходит, мы видим, что у него есть крылья, и он говорит Ринтаро, что ему суждено встретить свою девушку в старшей школе. На самом деле у него будет 100 девушек, так что ему будет из чего выбирать. Ринтаро этому рад, но клянется уничтожить храм, если это окажется ложью. Через месяц наступил первый день школы. Ринтаро направлялся в класс, когда он наткнулся на 2 девушек, Инда и Хакари. Они испытывают шокирующие чувства, когда их взгляды встречаются, и Ринтаро думает, что если они родственные души, о которых ему сказал Бог, он идет помочь этим двоим. Но Хакари внезапно притворилась, что подвернула лодыжку, прося его помочь ей добраться до кабинета. Ринтаро плачет из-за того, что причинил боль своей второй половинке, и Хакари начинает любить его еще больше, думая, что он добрая душа, поскольку он помогает ей подняться. Инда ревнует и делает вид, что также повредила лодыжку. Ринтаро начинает бить себя за то, что причинил боль 2 девушкам, и девочки встают, волнуясь за него. Ринтаро удивляется, видя, что они встают, но они быстро снова притворяются. Ринтаро отводит их, но он чувствует, что это его несут. Девчонки делают вид, что теряют равновесие, и они начинают ссориться из-за него, но в итоге оба цепляются за него. Пока они идут в кабинет, Ринтаро представляется девочкам и узнал, что они все в одном классе. Мимо проходят еще 2 девушки и упоминают поле розового клевера. Во дворе говорят, что если пригласить кого-нибудь на свидание с розовым 4-листным клевером, то гарантированно они скажут «да». Инда и Хакари вдруг убегают, и Ринтаро удивлен, что с ногами все в порядке. Через 3 часа после окончания школы мы видим, как Ринтаро остается, чтобы помочь учителю найти контактные линзы. Собираясь домой, он задается вопросом, сможет ли он снова увидеть девушек, и вдруг видит их во дворе. Мы видим, как Инда ищет 4-листный клевер, а Ринтаро проверяет, как там дела. Инда в шоке, увидев его, и пытается сделать вид, что не искала клевер. Ринтаро замечает, что Хакари нет, и предлагает ей выпить. К сожалению, не пиво. Она слишком застенчива, чтобы принять это, но она внезапно выхватывает у него напиток, говоря, что она выпьет все, чтобы не пропало зря. Он говорит ей, что ей пора идти домой, так как уже поздно. Она просит его не говорить ей, что делать, но благодарит его за напиток, и Ринтаро понимает, что она цундере. Инда внезапно убегает, и Хакари возвращается. Ринтаро предлагает ей выпить, но Хакари намеревается косвенно поцеловать его, и она попросила поделиться с ним половиной, сказав, что не сможет выпить это сама. Ринтаро уже принес ей выпить поменьше, но она настаивает, что она все еще не может допить. Он соглашается и делает глоток, отдавая его Хакари, но Хакари паникует, и все это проливается на землю. Ринтаро думает, что она расстроена. Он предлагает ей свой носовой платок, чтобы помочь ей, но вместо этого Хакари держит его за руку и признается ему в любви, говоря, что она должна сделать это быстро, потому что он нравится кому-то еще. Ринтаро рад получить свое первое признание, но прежде чем он успевает ответить, Инда внезапно возвращается. Она купила кучу напитков, чтобы отплатить ему, но внезапно злится на Хакари за то, что та пригласила его на свидание и сказала ей встать в очередь. Вот и думай головой. Ринтаро удивлен, услышав, что он ей нравится. Она сначала пытается это отрицать, но в конце концов она признается и ему. Его спрашивают, кого он будет выбирать, но он говорит им подождать до следующего дня. Он думает о девушках, но не может выбрать, и посещает храм, и Бог говорит ему, что они оба его родственные души, поэтому он не может выбрать. Он задается вопросом, что делают другие люди, если встречают 2 родственных душ, но Бог говорит ему, что у людей обычно не больше одного. Бог показывает, что когда родился Ринтаро, он совершил ошибку, потому что был занят просмотром телевизора, и он случайно назначил Ринтаро 100 родственных душ вместо одной. Ринтаро
Ринтаро думает, что он обречен, но Бог предупреждает его, что будет только хуже, потому что если человек не может быть со своей второй половинкой, он умрет. Однако внезапно ему приходит в голову мысль, что он может отвергнуть их обоих и затем встретиться с ними двумя за спиной друг друга. На следующее утро девушки встречают Ринтаро и удивляются, увидев его оборванным, но он отвечает, что хочет встречаться с двумя из них. Инда в шоке, услышав это, и оказывается, что он не мог заставить себя солгать им, поэтому он признался, что любит их и сделает все, чтобы сделать их самыми счастливыми девочками на свете. Девочки готовы отвергнуть его, но он внезапно дарит им розовый четырехлистный клевер. Он провел всю ночь в поисках его. Инда издевается над ним за веру в суеверие, но Хакари напоминает ей, как они обе в это верили. Инда отказывается согласиться с ним, но он говорит им, что нашел клевер, потому что увидел, как усердно они его искали. Поэтому он просто хотел сделать их счастливыми. Девушки не могут выдержать этого, и Хакари соглашается быть с ним. Инда отказывается позволить Хакари забрать его себе, поэтому она также соглашается быть с ним. Хакари дразнит ее за то, что она передумала. А Ринтаро обещает дорожить ими, но он задается вопросом о других своих 98 родственных душах. На следующий день Ринтаро говорит, как он рад, что у него наконец-то появилась девушка, но на самом деле он просто разговаривает со столбом. Приходят девушки, и Инда пугается, почему он разговаривал со столбом. Ринтаро говорит, что он был слишком счастлив, поэтому не мог сдержаться, и Инда говорит ему, что он может поговорить с ней. Но в конечном итоге она слишком смущается. Хакари пользуется шансом и держит его за руку. Инда начинает ревновать, но он тоже хватает ее за руку. Она ведет себя так, будто ей это не нравится, но трое из них счастливо идут вместе. А когда приходят в школу, видят бегущего мальчика, когда его преследует заместитель директора. Хакари отмечает, что она известна своей строгостью, и если она увидит, что кто-то бегает в школе, она будет преследовать их, и если их поймают, она их поцелует. Ринтаро думает, что это причинит эмоциональный ущерб, и Хакари отмечает, что заместитель директора – бывший звездный спринтер, так что от нее невозможно уйти. Хакари спрашивает Ринтаро, целовался ли он когда-нибудь, но он говорит, что нет, так как они его первые девушки. Услышав это, Хакари и Инда поняли, что тот, кто сделает первый шаг, сможет получить свой первый поцелуй. Все трое вместе проводят обеденный перерыв, и пока Инда отвлекается на кошку, Хакари кормит Ринтаро. Ему так нравится, что он начинает плакать, и Инда ревнует. Она рассказывает, что испекла для него печенье, но когда она пытается его накормить, то в итоге бьет его по глазу. Он ест печенье и говорит, что это потрясающе. Но Хакари достает выпечку, она открывает ее и обнаруживает, что концы сломаны, и задается вопросом, как можно накормить его и не пачкать руки, и в конечном итоге кормит его ртом. Видя ее так близко, Ринтаро думает, что она слишком милая. Хакари начинает кусать печенье, чтобы приблизиться к нему. Инда пытается присоединиться, но в конечном итоге она тыкает ему в другой глаз. Поскольку волосы Инды мешают, Ринтаро чихает и ломает печенье Хакари. Инда замечает, что его глаза красные, и беспокоится, что он простужен, и она внезапно хватает его, говоря, что он может поправиться, если передаст простуду. Она пытается его поцеловать, но Хакари мешает, говоря, что они не могут быть в этом уверены. Поэтому она пытается проверить его температуру через их губы, говоря, что это традиция ее семьи. Однако Инда останавливает их и пытается вырубить Ринтаро, чтобы она могла дать ему в рот. Точнее, сделать искусственное дыхание. Хакари отталкивает ее, и они оба злятся друг на друга. Ринтаро наконец понимает, что они пытались поцеловать его. Инда с этим не согласна, но выражение ее лица говорит об обратном. Он в шоке, узнав, что они хотят его поцеловать, поэтому предлагает поцеловать их. Но Хакари объясняет, что ему придется выбирать, кого он поцелует первым, заставляя их драться друг с другом еще раз. Однако Ринтаро останавливает их, говоря, что у него есть решение. Он много думал, как сделать их счастливыми, чтобы при первом поцелуе они сохранили в тайне того, кого поцеловали первым, так что у них будет одинаковый шанс стать его первым поцелуем. Девушки обеспокоены тем, как они могут сохранить это в тайне, но Ринтаро объясняет свой план, который предполагает ношение маски, и, закрыв уши, девушки случайным образом определят свою позицию, а он поцелует их, не зная, кто есть кто. Тогда он вернется в исходное положение, и девушки снова рандомизируют свои позиции, так что в конце концов он не поймет, кого он поцеловал первым. Хакари думает, что это отличная идея, но Инда беспокоится, что есть шанс, что он может обмануть их, поэтому Ринтаро говорит, что пообещает мизинцам, что они не будут обманывать. Инда думает, что это глупо, но Ринтаро обещает воткнуть ему иголку в глаз, если он нарушит обещание. Девушки соглашаются на план, и пока они его осуществляют, Ринтаро беспокоится о том, чтобы не столкнуться с ними, так как он не видит. Он пытается найти, где они, но в итоге прикасается к Хакари и мгновенно узнает, кто это.
поэтому ему приходится начинать заново. Когда они пытаются еще раз, порыв ветра поднимает юбку, и кот внезапно начинает ее царапать. Инда думает, что это Ринтаро трогает ее, и в итоге она начинает его избивать, но у нее вылетают наушники, и она понимает, что это был кот. Они решают попробовать снова, но с каждой попыткой что-то всегда идет не так, и они расстроены. Инда указывает, что план был ошибкой, это злит Хакари, и они обе начинают обвинять друг друга и спорить о том, кому принадлежит Ринтаро. Он остановил их и взял всю вину на себя за неопытность. Убегая, он ищет заместителя директора, и она внезапно появляется, чтобы наказать его за бег. Она прыгает на него, и он до смерти напуган, но Инда внезапно останавливает ее. Хакари делает вид, что увидела школьного инспектора, и заместитель директора, услышав это, быстро уползает. Девочки задаются вопросом, почему Ринтаро вел себя так, но он говорит, что это потому, что он любит их и хочет, чтобы они ладили, поэтому он предпочел бы испортить его первый поцелуй, чем заставить их ссориться. Но услышав это, обе девушки говорят ему, что он может поцеловать другую, не желая, чтобы он зря потратил свой первый поцелуй. Ринтаро в шоке от этого, но девушки видят, что они обе его очень любят. Ринтаро обнимает их и, кажется, придумывает другой план. Он предлагает поцеловаться втроем. Он думал, что они не пойдут на это вначале, но видя, как они ладят, он думает, что это может сработать. Девочки смущаются из-за этого, но в итоге они согласились, и наконец-то трое впервые поцеловались. На следующий день девушки и Ринтаро были в библиотеке. Хакари ищет кулинарную книгу, чтобы приготовить больше еды для него, но Инда ссорится с ней из-за книги о том, как завоевать мужчину через желудок. Ринтаро говорит им, чтобы они ладили, напоминая им, как они оба поцеловались. Ринтаро ищет другую книгу, но он встречает другую девушку, которая мгновенно вызывает у него шокирующие ощущения, поэтому он задается вопросом, возможно, она его родственная душа. Девушка отступает, и Ринтаро видит, что она библиотекарь. Девушка не говорит, но указывает на фразы из ее книги, чтобы общаться с ним. Ринтаро поначалу находит это странным, поэтому он думает, что им не следует разговаривать в библиотеке. Она спрашивает его, что он ищет, и он пытается дать понять, что он ищет забавную историю. Девушка спрашивает его, Ты что, дурак, что ли? почему он молчит, и он спрашивает ее о том же. Она извиняется и готовится попросить кого-нибудь помочь ему, но не отпускает ее. Он просит ее рекомендаций для истории с хорошим концом, поэтому она начинает выбирать для него книги. Но Ринтаро в шоке, когда она собирает гору книг. Девушка извиняется и просит его просто выбрать те, которые ему нужны. Но он говорит ей, что возьмет их все, раз уж она их выбрала для него. Но когда он идет проверить их, оказывается, что его читательский билет еще не готов, поэтому он не может одолжить ни одну из книг. Но девушка предлагает ему свою личную книгу. Ринтаро с радостью принимает ее, и ему интересно насчет ее имени. Девушка показывает ему свое удостоверение, и мы узнаем, что ее зовут Шидзука. Ночью Ринтаро читает книгу, и это история о принцессе и рыцаре. Рыцарь клянется ей в верности, даже защищая ее от дракона. У двоих возникают чувства друг к другу, но принцесса должна выйти замуж за другого принца. Рыцарь бросается к ней, но история заканчивается захватывающим моментом. На следующий день Ринтаро благодарит Шидзуку за книгу и понимает, что она принесла ему вторую книгу. Он с восторгом принимает ее, но думает, ему нужно найти способ отплатить ей. Он покупает для нее напиток, и они начинают говорить о книге снаружи. Шидзука говорит ему, что это ее любимая книга, и Ринтаро в шоке, насколько хорошо она ее знает, поскольку может найти любую фразу и использовать ее для общения. Но она просто рада, что он не находит ее странной, раскрывая, что у нее никогда не было настоящего друга. Услышав это, Ринтаро приходит в голову идея, и он просит снова одолжить свою первую книгу. На следующий день мы видим, что Шидзука принесла Ринтаро третью книгу, но он не появляется даже через несколько дней. Она гуляет по школе и замечает Ринтаро с Хакари и Индой. Он говорит, что был занят ночью. Девчонки думают, чем он мог заниматься, но Ринтаро продолжает зевать. Внезапно Хакари целует его, говоря, что дает ему свою энергию. Ринтаро обнимает ее, называя своим ангелом, но Инда говорит, что у нее также достаточно энергии, чтобы дать ему. Она идет, чтобы поцеловать его, но вместо этого она бьет его головой. Шидзука понимает, что у него есть девушка, и думает, что он должно быть слишком занят, чтобы читать. Она думает о том, как другие девочки думали, что она странная, и даже ее мать думает, что она уродка, и умоляет ее говорить обычно. Она думает, что ни у кого нет времени поговорить с кем-то вроде нее, но мы видим, как приходит Ринтаро, говоря, что он наконец-то может отплатить ей за то, что она одолжила ему книгу. Он предлагает ей установить приложение на телефон и рассказывает, что сделал копию первой книги. Он показывает ей, как подбирать слова и озвучивать их голосом. Шидзука знает, электронная книга так и не была выпущена, поэтому Ринтаро вручную напечатал ее.
Ринтаро объясняет, что когда она разговаривает с помощью книги, они никогда не разговаривали лицом к лицу, так как ей всегда приходилось смотреть в книгу. Но он говорит, что с помощью приложения они смогут смотреть друг на друга, пока она говорит. Он надеется, что это поможет ей в общении и просит ее попробовать. Она говорит ему, что любит его, но тут же забирает слова обратно, говоря ему не волноваться. Однако Ринтаро говорит ей, что он тоже любит ее. Шидзука думает, что им не суждено быть вместе, но Ринтаро утверждает, что они преодолеют это, даже если это их судьба. Он представляет Шидзуку другим девушкам. Инда думает, что он сумасшедший. Ринтаро утверждает, что его чувства к ним не изменились. На самом деле он планирует беречь их еще больше, чем раньше. Он обещает доказать это своими действиями, говоря, что если он когда-нибудь их подведет, он искупит это, совершив кое-что, даже заказав специальный нож. Инда в конечном итоге принимает это, а девушки Ринтаро вырастают на одну. Надеюсь, вам понравилось данное видео. Если да, то подпишитесь и поставьте лайк, чтобы поддержать мой канал.